Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, быстрый и простой в приготовлении торт «Золотой ключик». Торт, тающий буквально во рту. Готовить его буду без желатина, с очень вкусными и ароматными карамельными коржами. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала приготовим карамельный бисквит. 8 яиц я разделяю на желтки и белки, яйца комнатной температуры среднего размера. Желтки пока отставлю в сторону и буду взбивать сейчас белки сначала. 16 грамм ванильного сахара, к ним добавляю щепотку соли, взбиваю до состояния пены. Порциями сейчас добавляю туда 300 грамм сахара. Взбиваю на полной мощности миксера. Если вы имеете планетарный миксер, не обязательно тогда в этом случае разделять для этого именно тесто, яйца на желтки и белки. Можете сразу взбивать всю яичную массу примерно около 10 минут тогда. Итак, после введения полностью всего сахара я взбиваю еще примерно 3 минуты всю белковую массу. И добавляю вот так вот очень аккуратно желтки. Сначала прорабатываю все желтки бережно миксером и потом на полной скорости миксера взбиваю всю эту смесь еще также примерно 3 минуты. То есть она не будет держать форму, эта масса, это нормально для этого теста. И пока я эти 3 минуты взбиваю яичную массу, я уже на плиту поставила на умеренный огонь 100 грамм сахара растапливаться, потому что на растапливание сахара понадобится пару минут времени. С яичной массой ничего не случится со взбитой за этот период, потому что мы буквально здесь пару минут будем готовить карамель. Когда растопленный сахар уже приобрел цвет такого цветочного меда, не темнее, добавляю в него 140 грамм сливочного масла. Все это активно перемешиваю. Взбивание яичной массы я уже завершила и уже полностью занимаюсь сейчас карамелью. В идеальном варианте здесь, конечно же, все это взбивать в планетарном миксере. 310 мл молока я довела до кипения и добавляю сейчас в эту смесь аккуратно бережно молоко. Если будет сильно вот так шипеть, то нужно снять всю эту карамельную смесь с огня и добавить молоко уже без огня. Перемешиваю все. И сейчас в тот ковшик, где я подогревала молоко, через сито процеживаю всю эту карамельную основу, чтобы не было уже там пленочек, каких-то остатков сахара, возможно. И сразу же сейчас иду к своему тесту и завершаю приготовление теста. Именно с очень горячей карамельной основой. Вот здесь это важно для этого теста. Остужать ее ни в коем случае не нужно. 450 грамм муки. Порциями я сейчас буду просеивать в тесто. И 15 грамм разрыхлителя. Сначала я ввожу часть муки, допустим, 1/3, и бережно перемешиваю вот так вот венчиком, либо же лопаткой можете перемешивать. Здесь я ускорила просто видео, чтобы не затягивать. Затем ввожу сразу горячую карамельную основу, потом опять мука, опять карамельная основа, все бережно это перемешиваю. Это, по сути, бисквит на горячем молоке. Такое приготовление теста дает изумительную просто текстуру потом у коржей, и очень ароматные коржи будут. И вот так вот чередуем постоянно и завершаем приготовление теста добавлением всей карамельной основы уже в конце, остатками ее. Муку сейчас уже я всю просеяла туда, бережно перемешиваю. И завершаю сейчас также добавлением остатков карамельной основы. Она очень горячая, эта карамельная основа, очень ароматная, с запахом настоящей карамели и вкусом тоже, просто в жидком виде. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма здесь у меня 34 на 24 сантиметра. Выпекать буду на среднем уровне, без конвекции. При температуре 175 градусов Цельсия примерно 40 минут. На среднем уровне. Духовку во время выпекания, конечно же, не открываем. Корж получается очень ароматным. Сразу проверяю его для вас деревянной шпажкой. Она выходит из коржа сухая и чистая. Очень красивый карамельный цвет у коржа. Сейчас, как только я могу дотрагиваться до него, сразу же вырезаю его из формы. И вот таким образом дном вверх на решетке даю ему остыть полностью до комнатной температуры. Как только он остыл сейчас, уберу его в пищевом пакете в холодильник буквально на пару часов. Долго его там держать не нужно. Это не классический бисквит, просто чтобы он стабилизировался. На ночь ни в коем случае не нужно его убирать. После 2 часов буквально нарезаю его уже вот на такие тонкие коржи.
У коржа получается идеальная текстура и колеровка, именно карамельная. И очень-очень ароматный и вкусный получается корж. Вы можете также его нарезать, я нарезаю по обыкновению кондитерской струной. Вы можете его нарезать ножом, всем, чем вам будет удобно. Торт этот я готовлю большой. Если вам нужен небольшой круглый тортик на 20 см в диаметре, следует всех ингредиентов взять просто вдвое меньше. Шапочку я сейчас ни в коем случае не выбрасываю. Ее я сейчас измельчу потом в измельчителе и буду ей украшать уже боковину тортика. Отставляю пока коржи в сторону и приготовлю крем для начинки. 350 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 33%, 100 г сахарной пудры, 16 г ванильного сахара и 16 г загустителя для сливок. Я далее скажу, как правильно взбить этот крем без загустителя для сливок, но с творогом. 300 г очень холодного творожно-сливочного сыра туда добавляю, 250 г также очень холодного творога пастообразного, 9% жирности, то есть творог нужен жирный, чтобы масса не была потом кислой. Если у вас нет пастообразного творога, следует обычный творог пробить блендером или перетереть через сито. И также 250 г также очень холодного сыра маскарпоне. Точные ингредиенты я, конечно же, напишу вам в описании к данному видео. И сейчас я взбиваю все это до устойчивых пиков. Если у вас нет загустителя для сливок, вот здесь внимание, ни в коем случае сразу творог не добавляйте. Творог нужно будет добавить только после того, как вы взбили всю массу сливочную с сырами. Иначе масса у вас просто не взобьется. Я добавляю, потому что у меня здесь загуститель и жирность сливок не менее 33%. Добавляю туда 100 грамм вареной сгущенки и быстро все это прорабатываю. Сам крем я взбивала не менее 5 минут, а вот со сгущенкой буквально, чтобы просто она растворилась сейчас в креме. И крем уже готов. Бережно вот так вот все собираю со стеночек посуды лопаткой. Ничего здесь не жду, сразу же начинаю сборку торта. Визуально поделила этот крем примерно на 3 равные части и выкладываю корж, потом крем, корж, крем. Коржи вот эти, которые в начинке, я не пропитываю, они очень нежные, с ними обращаться нужно очень бережно. Крем очень влажный, он пропитает. Пропитаю только самый верхний корж обычной кипяченой водой. Убираю в холодильник примерно на пару часов. И приготовлю крем для украшения. 180 грамм сливочного масла, здесь оно у меня очень хорошо размягченное. Повзбивала примерно 1,5 минуты. Добавляю туда сейчас 280 грамм вареной сгущенки. По 1 столовой ложке. Вареная сгущенка должна быть здесь комнатной температуры обязательно, ни в коем случае не холодной. И взбиваю все это до устойчивого состояния. То есть ни в коем случае не жидким должен быть крем. Просто нужно взбивать дальше, пока масса не загустеет. Этот крем очень простой, но многие допускают ошибку в том, что они его не довзбивают до конца. Крем будет стабильный настолько, что из него можно будет отсаживать узор. Собираю обязательно все со стеночек посуды и еще раз быстро прорабатываю миксером. И все, крем мой готов, можно уже украшать им торт. Этот крем здесь важен не только как крем для украшения, но и просто для вкуса он очень важен в этом торте. Остаточки бисквита я измельчила в измельчителе и посыпаю сейчас этой крошкой боковину торта. Примерно 1/3 крема я выкладываю сейчас на корж, очень хорошо разравниваю, то есть слой крема, здесь вот этот базовый, он должен быть достаточно тонким. И потом остатками я уже сделаю украшение, такое простое и незатейливое. Вы же можете вообще никакого украшения не делать, но этот крем обязательно весь нужно нанести на торт. Он дает непревзойденный просто вкус этому торту также. Из насадки номер 16, открытой звездочкой, я делаю вот такие незамысловатые полосочки. Если вы хотите, чтобы они были идеально ровными, их следует тогда разметить сначала линеечкой и потом уже отсаживать полоски. Крем у меня достаточно такой теплый, то есть он не хорошо охлажден у меня, поэтому украшения получаются не очень такими стабильными. Вы на это просто обратите внимание, если вы хотите идеальное украшение, нужно тогда, чтобы крем был слегка более холодным. Нарезается прекрасно обычным ножом, не горячим, прекрасно нарезается на порционные пирожные этот торт. Мне этот торт нужен был как порционные пирожные, как раз я его нарезала на 30 порций, то есть он прекрасно нарезается, это я просто здесь разрезала большой вам кусочек, показываю, на самом деле я нарезала на более мелкие кусочки, конечно. Торт тающий буквально во рту,
Очень советую его приготовить, очень ароматный и очень вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.